Всем привет! Меня зовут Наталья, и я рада вас приветствовать на своем канале «Вкусно, просто, быстро». Сегодня я хочу предложить вам приготовить очень вкусный и нежный сметанный торт-десерт. Духовка нам сегодня не потребуется, сметанник готовится без выпечки. Готовится просто и быстро, надо будет только подождать, чтобы крем стабилизировался. Данное количество ингредиентов рассчитано на сметанник диаметром 18 см, высотой 6 см и весом килограмм 260 грамм. Он настолько нежный, что можно сказать, он просто тает во рту. Вкусный и сам по себе, а также отлично сочетается с различными ягодами – клубникой, малиной, черникой. Давайте приготовим. Для приготовления крема нам понадобится 100 граммов мягкого сливочного масла комнатной температуры. Заранее достаньте его из холодильника. В кастрюлю высыпаем 150 граммов или 7,5 столовых ложек без верха сахара и 50 граммов или 2,5 столовой ложки без верха пшеничной муки. Перемешиваем. Добавляем 2 яйца. Хорошо перемешиваем все венчиком до однородного состояния. Добавляем 400 граммов сметаны. У меня сметана жирностью 20%. Перемешиваем до однородного состояния. И ставим вариться на плиту. Варим на среднем огне, постоянно помешивая лопаткой. Когда масса начинает сгущаться, меняем лопатку на венчик. Делаем огонь минимальным и постоянно помешивая, доводим массу до закипания. Закипевшую массу постоянно перемешивая, провариваем на маленьком огне примерно 1-2 минуты. Готовая заварная основа по консистенции должна быть как пудинг. Снимаем кастрюлю с огня и ставим в чашу с ледяной водой. Перемешивая, остужаем до комнатной температуры. Далее накрываем пищевой пленкой в контакт и оставляем на столе, а сами приготовим основу для сметанника. 300 граммов песочного шоколадного печенья надо измельчить в крошку. Самый быстрый вариант – измельчить его в блендере. Если блендера нет, то можно сложить печенье в пакет и раскатать их скалкой. В измельченную крошку выливаем 120 граммов растопленного сливочного масла. Все тщательно перемешиваем. Крошка должна хорошо прессоваться и легко рассыпаться обратно. Надо смотреть по своему печенью. Видите, я спрессовала крошку в комок, но она еще не держит форму, краешек сразу отломился. Поэтому я добавляю 1 столовую ложку молока и перемешиваю до однородного состояния. Вы смотрите по своему печенью, возможно, вам не потребуется добавлять молоко. Или наоборот, может потребоваться не 1, а 2 столовые ложки молока. Проверяю еще раз, прессую крошку в комок. Теперь она хорошо держит форму и легко рассыпается обратно. Откладываем 1/3 часть крошки. Ее мы будем использовать для обсыпки сметанника сверху. На тарелку устанавливаем разъемное кольцо с ацетатной пленкой. Если ацетатной пленки нет, ее можно заменить полосками, вырезанными из мешка для запекания или из пергаментной бумаги. Оставшуюся крошку высыпаем в форму. Разравниваем и сформируем бортики. Края прессуем ложкой, хорошо прижимая бортики к форме. Дно утрамбуем стаканом. Это будет наша основа. Убираем основу в холодильник и доделаем крем. К 100 граммам мягкого сливочного масла комнатной температуры добавляем 10 граммов или 2 чайные ложки ванильного сахара. Взбиваем на максимальных оборотах миксера примерно 2-3 минуты. Хорошо взбитое сливочное масло должно стать светлым и воздушным. Заварную основу тоже взобьем миксером, чтобы она стала воздушной. Заварная основа, как и масло, должна быть комнатной температуры. Добавляем в масло половину заварной основы. Взбиваем на максимальных оборотах миксера до однородного состояния. Добавляем оставшуюся заварную основу и взбиваем до однородного воздушного состояния.
Вот такой нежный и воздушный сметанный крем получается. Перекладываем весь крем в форму. Равномерно разравниваем. И посыпаем отложенной крошкой сверху. Сначала я обсыпаю край и лопаткой слегка придавливаю крошку к крему. А потом посыпаю крошкой сверху. Накрываем сметанник пищевой пленкой и убираем в холодильник стабилизироваться на 5-6 часов. Я обычно убираю на ночь. После стабилизации достаем из холодильника. Снимаем форму и пленку. Невероятно нежный, легкий и очень вкусный сметанный торт-десерт готов. Советую вам его приготовить. Моим домашним он всем очень понравился. Если вам понравился рецепт, то делитесь этим видео с друзьями, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео, мне будет очень приятно. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения.